Cube 150 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.ком, и сегодня, как всегда, кратко и емко расскажу вам об очередных наушниках от фирмы Xiaomi. А именно о наушниках AirMe True Wireless Earphones, которые, как мне кажется, если не качеством, то ценой точно претендуют на бизнес-класс. Без лишних слов, понеслась. Факт первый. Ажиотаж вокруг их выпуска был просто космос. Первую партию распродали за 3 минуты 37 секунд, и теперь мы покупаем их у перекупов. Второй факт. По мне, цена у них нереально завышена. Я отдал при покупке через друга, контакты которого есть в описании к видео, эти уши за $90. На Али они стоят все 100, притом нет ни одного отзыва, чтобы их кому-либо доставили. А в закупке всего $60, если брать на сайте Xiaomi, что при любом раскладе для них, по мне, довольно дорого. Третий факт. Xiaomi пошла по пути экспериментов с упаковкой, и я бы такую штуку без упаковочной бумаги дарить не стал. Цвет взяли у Huawei и попытались скрестить масс-маркет с премиум классом. На мой взгляд, получилось довольно плохо. Четвертое. Уши имеют форм-фактор затычек. С ними идут 3 варианта амбушюр. И если обычно мне подходит средний размер, здесь мне было удобно только с маленьким размером, что довольно странно. Пятое. После того, как вы сделаете сопряжение ушей с телефоном, они станут подключаться к нему автоматически и очень быстро, практически сразу, как вы вынимаете их из бокса. В этом смысле они мега топ. Шестое. У них есть активная система шумоподавления, которая включается длительным нажатием на 3 секунды на левый наушник. Девушка на китайском говорит о включении и выключении данной функции. И эта функция работает как часы в метро, автобусе, да даже в клубе. Окружающих вы точно не услышите. Достаточно сделать громкость где-то на 80-90%, и вам гарантирована абсолютная тишина вокруг. Седьмое. Сделаны они из поликарбоната. Поверхность у них матовая, на ощупь довольно приятная шероховатость. Чем-то напоминают AirDots, если это не тот же вообще пластик. Мне он во всяком случае очень нравится. Восьмое. Для того, чтобы поставить музыку на паузу, вам достаточно тапнуть по правому наушнику один раз. Для того, чтобы включить дальнейшее воспроизведение, необходим двойной тап по тому же правому наушнику. Девятое. Микрофоны в обоих наушниках работают хорошо. Кто не подписан, подпишитесь. Это пример работы наушников Xiaomi Air True Wireless. Кстати, на канале конкурс 15 и 30 числа каждого месяца рандомно подписчик за подписку, лайк и коммент получает возможность выиграть Mi Band 3 Honor Band 4 Run Edition. В конце видео, кстати, один из таких розыгрышей я и проведу. Десятое. Первая печаль, которая вас ждет после покупки. Вы обнаружите, что не только бокс усеян местами спайк, но и сами наушники, и это довольно заметно. 11. Работают они от одного заряда на 80% громкости, действительно не меньше 3 часов. У меня первый и второй раз они отыграли не менее чем 3 часа 10 минут. Бокс заряжается от кабеля Type-C. Никакой быстрой зарядки у бокса нет. Наушники в боксе заряжаются, внимание, до 70 минут звучания за 10 минут, что очень-очень-очень хорошо. За 1 час они заряжаются на 100%, то есть сразу на 3 часа 10 минут. И это тоже довольно неплохо. 12, что тоже печально, голубой зуб версии 4.2. И это при цене в $60 у официалов. Такой скромный Bluetooth даже в дешевых наушниках не ставят. Куда же вы смотрите, Xiaomi? 13. При просмотре роликов с Тьюба наблюдается задержка. Притом, чем дольше вы смотрите, тем больше у вас будет задержка звука. Вот вам пример. 14. Думаете, если у них в ножке 2 магнита и их вообще довольно проблематично доставать из коробки, несмотря на форму, то из бокса они не вылетят? Ошибаетесь, вылетают они очень легко и крайне непринужденно, что довольно обидно. 15. При занятиях спортом они не выпадают, совсем сидят как влитые. На то это и наушники-затычки. Я вообще не встречал наушников-затычек, если вы подберете нормальные амбушюры под себя, которые будут у вас вылетать. 16. Как бы вы ни привыкали спать в них, вам будет неудобно. Ну точно не на боку, на спине да. Да и при носке, хоть и их вес всего по 4 грамма, я к ним так и не привык. Хотя QCI ношу с удовольствием и постоянно. 17. Бокс не только в 2 раза больше яблочного, но и очень маркий. Пусть царапины не остаются и стоять он может на крышке или на нижней своей части без проблем, но пачкается он от всего и моментально. 18. Хоть Bluetooth старенький, но бьет он минимум на 30 метров.
наушников. Как видите, довольно неплохо. Тестировал я его несколько раз. И прерываний за двое суток у меня было тоже всего пару раз. Притом буквально на доли секунды. Один наушник от другого ни разу не отваливался. 19. Умного помощника легко вызвать двойным тапом по левому наушнику. Связь не прерывается. Зарядки бокса хватает на 3 перезарядки для ушей. А так всего на 10 часов. И непонятно, зачем его было делать таким большим. Единственная физическая кнопка отвечает за сопряжение и сброс. Все стандартно. Открываете крышку, зажимаете, держите 5 секунд, пока единственный индикатор не начнет мигать. К слову, мигает он только белым цветом. И вот ваши уши готовы к сопряжению. Весит все это добро вместе с боксом 58 грамм. 20, и это самое интересное, звучание. Все на высочайшем уровне. Особенно нравится в режиме активного шумоподавления. Но по мне конкретно не хватает басов. К слову, звучание в AirDots от той же Xiaomi мне понравилось значительно больше. И те были намного удобнее и более качественно сделаны. Только сенсор меня нереально бесил. Резюмировать хочу предложением для вас подписаться на мой канал и напоминанием, что все вышеперечисленное результат моих тестов и моего опыта. Это только мое мнение. И это мнение, несмотря на то, что я фанат Xiaomi. Я считаю, эти уши своих денег не стоят. Лучше уж Huawei FreePods или Samsung. Жаль, что Xiaomi в этот раз, делая реплику, не особо напрягалась. Все эти швы, задержка при просмотре видео и играх, да еще и космос-цена. Я понимаю, что все равно у них будут покупать, но, ну вы поняли. Кому горит, контакт человека для покупки в описании к видео, как и ссылка на покупку на Али как ориентир по цене. Да и топорщатся они довольно сильно. По сравнению с AirPods'ами, так точно безумно топорщатся. Работают они, конечно, и с Android, и с iOS, и вообще со всеми девайсами с голубым зубом, которые могут выдавать вам звук. Кто не подписан, напоминаю о том, что каждые 2 недели 15 и 30 числа каждого месяца среди подписчиков, оставивших лайк и коммент, проходит розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Один из таких конкурсов вы сейчас наблюдаете. Поздравляю победителя, не забудьте мне написать. Он получает Mi Band 3. А вам, чтобы участвовать, нужна подписка, лайк, коммент и колокольчик. И ждать фортуны. На канале минимум 3 обзора в неделю. Отвечаю всем. Следующий обзор на 2 китайских браслета с функцией измерения давления. Бред, конечно, несусветный, но думаю, вам будет интересно. Спасибо за просмотр. Пишите, добавляйтесь ко мне в группу в Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке, на Твиттер и в Инстаграм. Ссылки на все в описании. Добра и удачи вам, дорогие друзья!